Привет, мои дорогие! Как обычно, начнем с фронта, а потом плавно перейдем в политическое русло. Урсула все-таки нашла какие-то там механизмы, но это не важно. Там сегодня много зрады было со стороны Италии, также со стороны финнов. Много чего интересного в политическом, но, как обычно, мы начинаем всегда с фронта. На Константиновском направлении, на рубеже Притечное Иванополе, российские подразделения провели серию атак на окраинах Константиновки и закрепились в окрестностях трамвайного и вагонного депо, а также АТП. Ранее в частном секторе действовали малые штурмовые группы россиян, и, судя по всему, на данном участке им удалось нарастить силы. Вероятно, этому поспособствовал захват Иванополя. Даже с учетом сохранения присутствия ВСУ в Плещеевке и в Нелеповке, проходить в Константиновку российским военным стало проще. На южном фланге российские войска атакуют на север со стороны Яблоновки. Переходим уже на северское направление, дорогие мои. Российские войска продвигаются под Северском, развивая атаки в границах Свято-Покровского и дойдя почти до центра села. Также российские силы продвинулись на южном фланге со стороны Звановки. Отметим, что именно через Свято-Покровское ВСУ снабжали группировку в Северске. Теперь снабжение висит на колеях в поле между Платоновкой и Свято-Покровским и Дронах. Имеется в виду снабжение. Фактически речь идет о формировании новых клещей вокруг Северска, в результате чего по земле украинская армия может снабжать свои силы в городе только через импровизированные дороги в полях. В самом Северске продолжаются бои. Военные эксперты отмечают, что взятие россиян высот к западу от города сведет на нет долгие бои в застройке, позволяя российской армии развивать наступление в направлении Славянска, дорогие мои. Переходим уже непосредственно на Гуляйпольское направление. Тут у нас очень много событий всяких происходит. Ситуация на Гуляйпольском участке фронта выглядит для Украины более угрожающей, чем под Покровском, пишет украинский военный эксперт Машовец. Он фиксирует широкий прорыв, высокие темпы российского наступления и нарастающие риски охвата всего района обороны ВСУ с угрозой выхода в тыл Ореховской группировки ВСУ. Машовец напоминает, что за последний месяц российские подразделения смогли форсировать реку Янчур на широком участке, закрепиться в районе Успеновки и продвинуться на глубину до 17 километров восточным и северо-восточным окраинам Гуляйполя. Участок прорыва достигает около 16 километров по фронту, что значительно шире, чем на других направлениях. Одновременно российские силы продвигаются вдоль реки Янчур в направлении Егоровки и Даниловки, где идут бои за выход к дороге на Покровское. Прорыв у Даниловки эксперт считает одним из ключевых, так как в случае успеха россияне смогут перерезать путь между Покровским и Гуляйполем. Уже сейчас, по словам Машовца, пользоваться этой дорогой на отдельных участках фактически невозможно. Севернее, где наступают российские подразделения, продолжаются попытки выйти к реке Волча. Армия России смогла дойти до Арестополя и Новоселовки, частично там закрепившись. Украинские войска удерживают Сосновку и Александроград, что временно сдерживает продвижение. Однако российские штурмовые группы продолжают попытки обойти эти позиции, продвигаясь к Новоалександровке и Алексеевке. По оценке эксперта, это создает угрозу своеобразной изоляции Гуляйпольского района обороны от сил ВСУ, удерживающих позиции севернее и западнее вдоль Волчи. Машевец отмечает, что одновременно российские войска стараются продвинуться к месту слияния рек Волча и Гайчур и выйти на Андреевку. Это движение с двух флангов формирует реальные предпосылы для охвата всего Гуляйпольского района обороны. Он оценивает вероятность такого развития событий примерно 50 на 50. Отдельно эксперт подчеркивает, что темпы наступления здесь существенно выше, чем на других участках фронта, около 3 километров в сутки. На участке шириной свыше 40 километров российские силы одновременно продвигаются сразу в нескольких направлениях, что создает давление по всей линии обороны. В случае успешного охвата, предупреждает Машовец, у ВС РФ появятся реальные шансы прорваться к Новониколаевке и угрожать уже Ореховскому району, фактически сворачивая оборону ВСУ юго-восточнее Запорожья.
Несмотря на отдельные успешные контратаки ВСУ, в частности под Ивановкой, где украинские войска отбросили российские силы за Волчью, общая оценка эксперта остается неблагоприятной. Россияне задействуют крупные резервы и поддерживают высокую плотность штурмовой пехоты, а характер продвижения указывает на стремление не просто продвинуться тактически, а добиться оперативного прорыва. По словам Машовца, если ситуация на этом участке направления не получит приоритетного внимания, ее последствия могут оказаться существенно тяжелее, чем возможная потеря Покровска, дорогие мои. Идем дальше. Уже уходим из фронта. Я думаю, что так немножечко, немного, но лаконично. Хочу поставить вам видео идиотов из ТСН. Это украинский телеканал, который участвует в кластере марафона, который решил, что они нашли дочь Путина в Париже. И сняли там чуть-чуть дебильного материала. Я покажу совсем чуть-чуть. Там его там 3,5 минуты. У меня есть продолжение. Сейчас включу, а потом досмотрите. Комментировать не буду, потому что идиоты. За розкладом захід, в якому вона приймала участь, мав завершитись о 21-й годині. Натомість о 21-й годині вони відправили гостей по домах, а самі 5 людей, 2 керівники, 2 менеджери і ще якийсь невідомий чоловік, я допускаю, що це охоронець, залишились допивати алкогольні напої, які залишились після презентації. Ось дивіться відео, Ліза до нас спиною, от вона повертається, зверніть увагу на погляд, на розріз очей, на губки, ну реально, знову ж таки, я підтверджую, що вона максимально схожа на кремлівського диктатора. І на этом хватит, дорогие мои, потому что, это, полный дебил, и все, и, как бы, пропагандон, по-другому не сказать. И полное видео есть у меня в телеграм-канале. В Одессе арестовали 2 подозреваемых в жестоком убийстве 21-летнего Данила Кузьмина, вице-мэра Харькова. В Австрии парня силой затолкали в машину, заставили перевести крупную сумму криптовалюты, после чего убили и подожгли вместе с автомобилем. Подозреваемые скрылись в Украине, где 29 ноября их задержали. Суд в Одессе взял их под временный арест на 40 дней, ожидая запрос Австрии на экстрадицию. Я сегодня с Толиком Ширеем, который в теме этого события говорил, он говорит, что у него был пустой кошелек, то есть они убили его даже без денег. Я хочу сказать, почему я включил это в новости, потому что они давно, это СБУ делает, они давно отрабатывают такой механикой. Еще года 2 назад, наверное, в 23 году, в Киеве жил один из, я не знаю, криптотрейдер назвать или криптоинвестор, человек, который занимается криптовалютой. Я лично знаю, потому что я ходил в Speaking Club английский в Одессе, очень много и канадцев, и американцев жили до войны в Украине, которые занимались криптовалютой. То есть они там трейдили, зарабатывали на этом, потому что в Америке и в Канаде это запрещено, да, там, по-моему, насколько я помню, до уголовки. И вот они себе спокойно проживали в Украине и ничего не боялись. Так вот, в 23 году СБУ находит одного из этих криптовалютчиков и отдает вот таким псам. То есть просто передают каким-то отморозкам, говорят, вот, забирайте у них бабки, даете нам, that's all, и все. А впоследствии, после того, как они у него забрали там какое-то количество биткоинов, да, они у него забрали еще какое-то количество криптовалюты, они его убили. То есть они ему там обещали, что они его отпустят, они его убили, СБУ их взяла, доказала, что они это все вытряхнули из них. И, понятно, что там избила, забила, забрала у них бабки, у этих идиотов. И дело раскрыто, деньги в кармане. Вот тут то же самое. То есть вы же сами прекрасно понимаете, как мужчина может пересечь в это время границу и обратно заехать. То есть они выехали в Австрию, нашли этого пацана молодого, по наводке, наверное, что у него дохера там криптовалюты. У него ее не оказалось. Они его забили, сожгли и вернулись обратно в Украину. И СБУ, понятно, где бабки? Нет бабок. Окей.
раскрываемость делаем тогда. Бабок нет, тогда делаем раскрываемость. Вот как это работает, дорогие мои. И это то, что выплывает на поверхность, потому что австрийцы об этом писали и подняли шум об этом. А эти, видите, еще такие. Мы нашли у себя этих идиотов. Ну, это подставные просто идиоты, которые занимаются этим. Поехали дальше. То, о чем я вам сегодня рассказывал в дневных новостях по поводу Бельгии. Премьер Бельгии заявил, что Россия не проигрывает войну. Барт де Вевер назвал иллюзией веру в поражение России в Украине. По его словам, поражение ядерной державы могло бы привести к опасной нестабильности. Он также подчеркнул, что Путин навряд ли спокойно воспримет возможную конфискацию российских активов. Да, потому что это очень важный триггер, что война закончится в пользу России, и потом придут за деньгами. Придут, и они об этом знают, дорогие мои. Хочу показать вам голосование сегодня в Верховной Раде за бюджет. Сегодня они вообще там плодотворно работали. Но я не показываю вам, да, там статистику по голосованию никогда. Вот сегодня показываю, потому что у нас появилась проти, и появилась довольно-таки хорошая, внушительная сумма. Количество, точнее, 37. То есть раньше там был всегда 0. А сейчас уже потихонечку начинает вот эта вот красненькая циферка. И она будет расти. Это не с первой попытки было голосование. Потому что с первой попытки они не набрали голоса. Они укатывали Арахамию. В конце концов, они его укатали. Но хочу вам сказать, что вся партия ОПЗЖ, также вот эти вот отчепенцы, которые типа якобы за майбутнее и так далее, все голосовали за. Вот там за. При этом они сегодня себе увеличили зарплату на 200 тысяч гривен. То есть сейчас они будут получать зарплату 200 тысяч гривен. И также исключили русский язык из хартии по защите языков, дорогие мои. Ну, я уже обсуждал у нас в телеграм-канале, мне кажется, что они живут эту жизнь последний раз. Вот этот вот созыв Верховной Рады. И эти дебилы, которые там, а их большинство, потому что, если кто не помнит, по приколу собирали идиотов. Ну, думали, что мы к чему-то там придем. А их собрали по приколу. То есть там всякие фотографы, да, еще там бармены и вот такое. Они же никогда книжку в руках не держали. Зачем фотографу свадебному книжка в руках? Он максимум, что может в этой книжке инструкцию найти для чего-то, как вспышкой пользоваться. Но уроки истории он не брал никогда. Что последние все те войны, которые заводила Америка, разводила, да, со своей там Демпартией и всеми остальными по Киссинджеру, заканчивались не в пользу тех, кто их разводил. И война, которая заканчивалась перед Украиной, а это был Афганистан, то там все очень плохо было. И уверяю, что эти фотографы будут на пиках гореть. Те, которые сейчас себе голосуют и думают, что ничего с ними не будет. Вместе с ТЦКшниками и мусорами, и нациками. Так что надо просто промыть мозг. Даже если они будут 10 лет вести эту войну, хотя у них нет настолько ресурсов, даже если они распакуют российские активы, ну, война станет намного жестче, а Россия будет намного жестче реагировать и будет действительно вести войну, как говорил Путин, уже не хирургическими методами, а более жесткими, потому что ее надо заканчивать. Но ее закончат уже болезненно. Но им какая разница? Деньги-то они все равно заберут. А потом постучат в Бельгию за ними. А в Украине постучат за вот этими 257 скотами. Дорогие мои. Особенно ОПЗЖ. Ох, их будут растягивать, этого бойка конченого. И всех тех, кто вместе с ним. Сейчас хочу показать вам видео без звука. Это Одесса. Кто хочет, там просто столько мата, что я лишил это видео звука. И просто хочу рассказать. Вот одессит положил цветы к памятнику Пушкина. И бежит вот этот патриот, как он говорит, литовец, обзывая одессита
вот, называя его москалем, он говорит, я одессит. Вот он говорит, я одессит. Вот. И этот обзывает его, оскорбляет. У меня есть полностью без, ну, со звуком это видео в Телеграме, можете посмотреть. И он хорошо вот, что одессит его сфотографировал. А вот он ему что-то пытается толкать, он ему говорит, я тебя сейчас ушатаю. Ну, одессит ему говорит, конечно, он с матом это говорит. И вот это вот чмо бежит за цветами, но вот одессит его сейчас толкнет, вот сейчас он заберет у него цветы. Отдай цветы, либо я тебя сейчас вырублю, он ему говорит, этому конченому. Сейчас он заберет у него цветы. Вот, забрал у него цветы. Ну и дальше я остановлю, потому что YouTube посчитает, что это агрессия. Дорогие мои, одесситы очень смелые, особенно на эту шваль, потому что это шваль, которая никогда не может называть себя одесситами. Они не то что гости, это просто грязь, которая прилипла сейчас, которую завезли кто-то, Зеленский, на своих башмаках, и она там осталась, прилипла к Одессе. Я вам честно скажу, одесситы быстро очистят свой город. Очень быстро. От этой швали. Поверьте, пару ночей будет просто варфоломеевских. Таких, что им бежать надо будет. Бежать. Мы все тихо, скрипя зубами, знаем, где каждая мразь живет, где каждая из них накупила себе с какой-то жилью. Какая сучка с ними в постели лежала. Все знаем. Все знаем. И быстренько все в одну ночь исправим. Максимум в 2. Также и начальников Мусарья, СБУ и всех остальных. Поверьте на слово. Поверьте. А сейчас будут говорить, где вы были 2 мая. Вот это обычно говорят те, которые никогда в Одессе не были. Я скажу сразу же. Так что поехали. Те, кто у нас устраивал 2 мая, уже 1,5 метра под землей лежат. Норвегия сегодня объявит о дополнительных 500 миллионов на программе PURL, распределенных в 2 пакета. Один совместно с Германией и Польшей, второй с Германией и Нидерландами, потому что сейчас настал подходящий момент для наращивания поддержки Украины. Кто там мир ждет, дорогие мои? Кто ждет мира? Народные депутаты увеличили себе выплаты в 3 раза до 200 тысяч гривен. Что они написали? Что в принятом сегодня проекте госбюджета 2026 года содержится пункт, согласно которому народным депутатам Украины возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий в размере 3 месячных заработных плат, которые не подлежат налогообложению. Ранее такая выплата составляла всего лишь 1 месячную. Молодцы, работают, прикармливают их зеленочка, чтобы они дальше продолжали работать. Финляндия не готова предоставить Украине какие-либо гарантии безопасности, заявил глава МИД Финляндии Орпо или Орла, да фиг его знает. Дипломат выразил негодование по поводу того, как вообще в плане Трампа могли оказаться эти требования к Финляндии. Там сегодня тоже итальянцы прошлись. Предоставлять гарантии безопасности – это дело более крупных европейских игроков и США, считает он. Поехали дальше. Италия приостанавливает участие в программе PURL по закупке американского оружия для Украины. Мы будем помогать Украине дипломатией. Глава МИД Италии. Просто словами. Ну, переведу вам на русский язык. Все прекрасно понимают, что Россия выигрывает. И вот-вот-вот Трамп вместе с Россией добьется этого. Сегодня Трамп в вечернем своем заявлении говорил о том, что у Зеленского, когда он был в Белом доме, Трамп ему говорил, у тебя нет карт. Тогда был куда лучший шанс и лучшие позиции, чем сейчас. А, говорит, я его предупреждал. Ну, понятно, что оно отбитое. История Зеленского будет очень коротенькая, дорогие мои. Это мы так тяжело переживаем это все, потому что мы в ожидании. А время в ожидании всегда тянется длиннее, чем обычно.
Поехали дальше. На переговорах Путина и Уиткофа всплыл пункт, который, это мне подкидывают инсайды, которые не стали упоминать публично. Источники говорят, что американцы добавили в повестку отдельный блок по Китаю. Ох, ничего себе. Это то, о чем я вам и говорил. Америка пытается вытянуть из орбиты Китая, ослабить этим самым Китай. Но Путин, я думаю, мудрее, чем американцы думают. По словам собеседников, Вашингтон требует от Москвы гарантий, что ряд проектов с Пекином по развитию Арктики будет заморожен или перенесен. Если США пойдут на гибкость по Украине и согласятся развивать полярный край вместе с Россией, в Кремле после встречи Путина и Уиткова начали обсуждать, что американцы пытаются разорвать стратегическую связку Москва и Пекин, да, о которой Джо Байден говорил еще в 80-х. Он смеялся, что Москва никогда не подружится с Китаем. А если подружится, это уже Киссинджер говорил, это будет хана. Подружились. При этом Вашингтон предлагает Кремлю расчет, который звучит примерно так. Вы уменьшаете сотрудничество с Китаем, мы убираем часть жестких условий по урегулированию конфликта на Украине и замещаем освободившиеся для проектов в Арктике место. Речь не о политическом разрыве, а о конкретных контрактах, инфраструктура, сырьевые цепочки, оборонная кооперация. США готовы обсуждать это только после первого шага от России. Я не могу учить российское руководство той мудрости, о которой они и так прекрасно знают, что дружить с Россией опаснее, чем быть, точнее, не с Россией, а с США. Дружить с Россией как раз это отлично, а вот дружить с США это опаснее, чем, дорогие мои, быть их врагом. Поехали. Сегодня в Кривой Рог ракета ОТРК «Искандер» прилетела по Криворожскому отделу СБУ. А когда я собирал новости, мне написали одесситы, что прилетела также в Суворовский, там, по-моему, следственный отдел. И по электростанции, и туда недалеко прилетела. Который на Добровольского и Жюля Кюри, дорогие мои. Вот туда. Тутух, и все в огне горит. Поехали дальше, дорогие мои. Верховная Рада проголосовала за лишение русского языка защиты согласно Европейской хартии. Что это значит? Что они отменяют, это значит отмена обязательств. Обучение на русском языке в школах и вузах в местах компактного проживания. Право общаться в местные органы, точнее обращаться в местные органы власти на русском языке, получать ответ на русском. Русскоязычные СМИ без ограничений, которые убираются. Топономика на русском языке там, где это традиционно. Судопроизводство с возможностью использовать русский язык и так далее. То есть везде, где это было, удаляется, дорогие мои. Ну вот непосредственно сам законопроект, за который они проголосовали, дорогие мои. Тут еще одна потужная новость есть. Зарплаты учителей вырастут на 30%. С 1 января. Но они не будут $4000 и евро, как обманул Зеленский. Куча учителей. Они составят $242. На самом деле это не смешно. Я не знаю, как можно прожить за такие деньги. Я просто не представляю. Это ужас. Поехали дальше. Тут у нас тоже потужнятина. Бам! Азарова заочно приговорили к 15 годам тюремного заключения. СБУ. Дорогие. Ну да, они даром не сидят, а выроки клепают. Так что мне наклепали, Толику Шарию наклепали. Ну ничего, пусть клепают. Поехали теперь. Потужности от Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия официально представила свое предложение по выделению Украине репарационного кредита, которое еще до встречи отклонила Бельгия.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что использование активов России не требует компромисса всех стран ЕС, а будет утверждаться квалифицированным большинством голосов. Однако именно в Бельгии хранятся 165 миллиардов активов, которые предлагается использовать, так что без согласия Брюсселя сделать это не удастся. ЕК намерена запретить исполнение внутри Евросоюза решений иностранных судов, чтобы дать гарантию Бельгии. По оценке Еврокомиссии, Украине нужно 135 миллиардов евро до конца 2027 года. В случае продолжения боевых действий 115 миллиардов евро предлагается потратить на оборонную промышленность Украины, там, где больше всего денег можно взять. 50 миллиардов евро на бюджетные нужды. Это так, чтобы варье украинское себе там наворовало. И еще 45 на погашение кредита J7, предоставленного Украине с 2024 года. Ух как! Репарационный кредит является частью более широкого финансового пакета стоимостью до 210 миллиардов евро, призванного поддержать Украину в ближайшие годы. В качестве альтернативы использования активов в России предлагается общий займ Евросоюза на 90 миллиардов евро. Ну, вы слышали, да, что Италия говорила. Ну, там к богатым норвежцам можно, у них там 1,5 триллиона, у них суверенного запаса есть, там можно потрошить их как лохов. Ну, это такое. Поехали. Ступ. Это чисто не могу выражаться, дорогие мои. Я бы выразился от души. Президент Финляндии призывает финнов готовиться к несправедливым условиям мира на Украине. Можно узнать, а что это значит? Они что, будут там за украинцев рассчитываться или что? Ну, не понимаю. Или просто он говорит, что у них будут несправедливые условия, а вы, финны, будете налоги свои отдавать Урсуле фон дер Ляйен за то, что у них там несправедливые условия. Ой, дорогие мои, все поделили. Даже тех денег, которых нет. 210 миллиардов распилили, да, там. 115 на ВПК, 45 это Кучмовским накинули, да, туда, чтобы они там какие-то миллиарды себе подворовали. Еще то туда, то сюда. Как это, знаете, свадьба в Малиновке. Окей, дорогие мои, на сегодня уже все. Урсула не добьется этого, а это будет главный показатель для всех нас. Главный показатель продолжения войны. То есть, и главный, мне кажется, что Трамп уже будет, наверное, очень жестко все будет, на все реагировать. Потому что если мы вспомним, что говорила Кэролайн Левит, она сказала, что США не может вечно продавать оружие Европе, потому что им оно нужно самим. Тем более они уходят туда, в Индо-Тихоокеанское пространство, туда ближе к Китаю. Ну, очень хотят туда уйти. Окей, дорогие мои, обязательно подписываемся, кто не подписан. И я вас всех обнял.